Харьков Original Film Commission. Мы продолжаем показывать вам Харьков военный. И вот майская такая история. Харьков получил звание города-героя. И вообще рубрика, для которой мы снимаем эти сюжеты на канале Харьков Now, называется «Город героев». Вот если говорить не о городе-герое, а об улице-героя, самой многострадальной улицей в Харькове, то, безусловно, я бы назвал сразу же улицу Мироносецкую, улица-герой. Когда-то в довоенное время один из моих любимейших экскурсионных маршрутов так и назывался «Вся Мироносецкая». И начинался он отсюда, собственно говоря, от самого начала Мироносецкой улицы, от церкви Жен Мироносец, и вдоль улицы, не сворачивая ни влево, ни вправо, шел вдоль всей этой улицы. Поскольку на Мироносецкую было несколько ракетно-бомбовых ударов, я хотел предложить сегодня прогуляться по Мироносецкой улице, посмотреть на последствия 2 месяцев войны на Мироносецкой. И при этом я бы не стал делать акцент на каких-то отдельных объектах, на каких-то отдельных зданиях. Это такая зарисовка всей улицы с таким неподходящим, казалось бы, для войны названием Мироносецкая. Первый дом по Мироносецкой, угол, угловой дом, это здание экономфака университета имени Каразина, хотя, в принципе, изначально это здание было не университетским, строилось оно еще до революции, а потом в 20-е годы достраивалось, как наркомат труда, в то время, когда Харьков был столицей советской Украины, и в этом здании, и даже сейчас, вот в таком виде, в котором оно есть, видны следы так называемого стиля украинского архитектурного модерна. В проектировке и строительстве этого здания принимал участие в свое время такой один из классиков украинского архитектурного стиля, как Сергей Тимошенко. Я хорошо помню этот дом, это здание где-то в 90-е, нулевые годы. Заходил в университет к своим друзьям, которые здесь учились, а потом преподавали в этом месте. И, наверное, вот если спрашивать меня о том, какие здания в Харькове от ударов российской авиации, артиллерии пострадали больше всего за эти первые 2 месяца войны, ну вот один из таких сильно пострадавших домов, это вот как раз экономфак университета. Даже вот здесь через центральный вход видно как бы парадная лестница, подъем на верхние этажи, это как бы такая вестибюльная часть университетского корпуса, очень как бы в свое время эффектная и впечатляющая. Сейчас это такая зияющая просто рана, одна такая открытая рана, руина. Но, в общем, если спросить меня, можно ли это восстановить, то, безусловно, да, это восстанавливаемое и возрождаемое. Конечно, очень много придется потрудиться, но такое маленькое жизнеутверждающее послесловие по поводу этого дома. Строилось это в 20-е, когда строить умели, строили на совесть, как бы крепкая кирпичная кладка, поэтому стены выстояли. И восстановить это здание можно. Мы во дворе университетского корпуса Каразинского университета экономфака. И я помню этот двор 20 лет назад с этими елками, которые растут посредине этого двора. Когда мы сейчас сюда зашли, я своему оператору Владу говорю, что очень красиво, ну даже не в кавычках, а какой специальной особой красотой, антиэстетической красотой выглядит это место. Вот первая ассоциация, знаете, Брестская крепость, поскольку вот когда сюда прилетела ракета, еще и был очень мощный пожар, и вот эти подпалы, такие следы, эти горения, даже сейчас, спустя практически 2 месяца, запах гари здесь ощущается. Вот оно выглядит действительно как университет, который превратился в какую-то крепость после тяжелого штурма и тяжелой осады. Очень такая впечатляющая, конечно, картинка. Я, наверное, погорячился, когда сказал, что это легко восстановить. Восстановить можно, восстанавливать нужно, мое мнение. Но вот насчет легкости, это, конечно, преждевременные были мои слова. Тут придется сильно потрудиться, чтобы восстановить все это сооружение. Следующее здание по нечетной стороне Мироносецкой – это один из корпусов Харьковского инженерно-строительного института. Я, простите, его по старой памяти так называю, ХИСИ. Когда-то я здесь несколько лет преподавал, параллельно с преподаванием в худпроме. И как бы вот эти аудитории, я их хорошо помню, хорошо знаю. Здесь прямо над моей головой, кстати говоря, метр висит геодезический, для того, чтобы прицеливаться из теодолита по нему. И вот когда буквально видны следы, как это совсем недавней учебной деятельности архитектурного и строительного факультета ХНУБа, Национального института будівництва та архитектуры.
Прокомментировать здесь, наверное, что-то было бы можно, хотя в былые времена я зло шутил по поводу внешнего вида и привлекательности, в кавычках, этого здания, но вот в таком непривлекательном виде после удара и пожара это как бы уже за пределами даже самого черного юмора. Некоторые конструкции, некоторые бетонные панели прямо домисают над головой, и вот эти разделительные линии, оставшиеся от парковки до военных времен, они своеобразным являются таким границей безопасной зоны для того, чтобы ходить. Здесь сложно что-то здесь прокомментировать. В общем, бедняга старина Хися, ему крепко досталось. Квартал от улицы Свободы до улицы Ярослава Мудрого тоже весь представляет собой такое. Одни сплошные раны, уже не кровоточащие, но от этого не менее чудовищные и страшные. Друг за другом идут просто несколько домов, которые пострадали и от бомб, и от пожаров, последствий пожаров. Вот огромный комплекс 50-й параллели, офисное здание, такое квинтэссенция айтишности в свое время, в довоенное время. Очень на многих фотографиях харьковских фотографов, фотографирующие войну, оно еще более страшно выглядело 1,5 месяца назад, когда были морозы, когда после пожара, после удара замерзли сосульки с такими сталактитами, сталагмитами. Обросло это здание, и вот торчащие потроха, да, собственно, как и вся вот эта часть улицы. Следующее здание. В тот момент, когда только-только это произошло, смотреть, честно говоря, мне на это было очень больно. Знаете, как идешь, так и даже глаза боишься поднять. Очень страшно выглядит вот этот жилой дом, такое конструктивистское здание. Оно буквально вот как из кадров бомбардировок Лондона времен Второй мировой войны, вот там, где висят батареи, трубы, обломанные перекрытия. Вот такая как бы очень лондонская история, и никогда нельзя было мне представить себе, что такие виды, такие кадры можно будет увидеть не просто в Харькове, а на родной улице, на улице, в которой живешь, на Мироносецкой, которая превратится в такую улицу героя. А дальше идет несколько зданий друг за другом, которые относятся к комплексу харьковского НИИ метрологии. И каждая из них были до войны предметом рассказов, историй на экскурсионном маршруте. А сейчас это как бы такие фактически следы ударов ракет. Иногда себя ловишь на том, что в тебе просыпается вот, твоя профессия, даже в самые, казалось бы, неподходящие моменты. Мои близкие называют «опять проснулся Розенфельд». В этом доме, который принадлежал харьковскому архитектору Сергею Загоскину, прошла юность самого выдающегося украинского дизайнера Василя Кричевского. Того, кто стал вот вообще ассоциироваться с украинским стилем как таковым. Причем и в архитектуре, и в дизайне, и в типографике. За что ни возьмись, все создано Василем Кричевским. Вот та самая украинская идентика. Но самый главный символ, образ, который создан был Василем Григорьевичем Кричевским, это трезуб, герб Украины. Вот это, собственно говоря, первая школа и место жительства первого украинского дизайнера. Сейчас это здание тоже относится к комплексу метрологии, оно тоже пострадало от российских ударов, но все равно вот как бы дом создает ощущение вот того, что он оживет, он опять заживет этой жизнью, и он выстоял. И как бы вот в этом повествовании нельзя одни какие-то фразы, какие-то сказки, какие-то истории выкинуть, оставив место только другим. Есть место разрушениям, есть место фиксации этих ударов, есть место истории, которую никто не вычеркнет этими самыми авианалетами из нашего города, да и вообще из нашей истории. Еще один знаковый дом на Мироносецкой, это такой печально известный или славно известный, вернее, печально и славно одновременно известный дом Бойко на Мироносецкой 44 архитектора Сергея Тимошенко, о чем свидетельствует даже вот мемориальная доска, которую несколько лет назад здесь установили на стене этого дома. Мы об этом доме рассказывали в проекте «Украинский стиль», поскольку действительно у него есть такое прозвище «Расписная шкатулка украинского модерна». Интерьер подъезда парадного этого дома расписан художником Самокишем, и была картина еще и художника Васильковского когда-то. Здесь очень много было споров и обсуждений о том, как правильно реставрировать, как неправильно реставрируют эти уникальные росписи в интерьере этого дома. Он очень сильно изменился архитектурно, очень давно, лет 80-90 тому назад, был надстроен в советские времена. Это одна из таких знаковейших работ стиля украинского архитектурного модерна. И, конечно, досталось и ему, как и очень многим домам в этой части улицы Мироносецкой, потому что вот буквально по
следам в асфальте, по выбитым стеклам всех соседних домов видно, что как это Мироносецкая — это улица Герой, что досталось практически почти каждому дому на этой улице. Но для завершения всей этой истории я бы хотел одну такую, опять-таки, жизнеутверждающую мысль сформулировать и опять-таки дать вот это ощущение надежды. Пока мы писали в начале Мироносецкой наши сюжеты, прилетело вот прямо в момент записывания этого сюжета, прилетело в конец Мироносецкая на пересечении с Веснина, и мы буквально перебазировались тут же, и для того, чтобы показать, как это происходит, буквально через несколько минут после того, как отработали пожарные, потушили огонь. И вот еще одна такая очень харьковская история. Мне, правда, неловко это рассказывать. Я стою, руки в карманы, а пожилые люди убираются. Но это очень по-харьковски. Буквально 20 минут назад потушили пламя, и уже местные жители уже заметают осколки, прибираются после того, как прилетела ракета, наводят порядок в родном городе. Как бы все продолжается, никто не говорит о том, что все закончилось. Такая жизнь.